Сегодня в выпуске. J-Hope готов выступать, но есть нюанс, а Чонгук отписался от всех и деактивировал свою соцсеть. Фанаты выбрали лучшего актера из участников BTS, а Чимин поднялся со своим синглом в одном чарте. Рекорды победы и достижения у Rosé из Blackpink, NSYNC, Stray Kids, aespa и не только. GOT7 в преддверии камбэка вернули свои аккаунты в старых соцсетях, а TXT объявили даты и места проведения концертов в Европе. Blackpink Lisa выпустит свой напиток, Jennie и Rosé на обложке, а также когда же произойдет камбэк Jisoo. Игра в кальмара 2 лидирует в мировых чартах, а лицо одного из актеров замазали на одном телеканале. Есон и Super Junior критикуют SM Entertainment, а также новые похождения Min Hee Jin и компании. Это и многое другое сегодня в новостях индустрии K-Pop News номер 217. Как обычно, все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, пишите комментарии. Не забывайте, что на Бусти всегда все доступно без ограничений, тормозов и прочего, а также это помогает каналу выжить, и всем остальным каналам тоже. Защитный баннер на экране, от чего и от кого он защищает, мы пока гадаем, потому что он не совсем работает, но не совсем лучше, чем никак. Как обычно, с вами Максим, новости индустрии, и мы начинаем. Поехали! Итак, похождения Min Hee Jin продолжаются, разборки с Believed Lab состоялись, давайте подробней. Believed Lab подали иск на сумму 2 миллиарда корейских вон, это примерно 1,4 миллиона долларов США, против Min Hee Jin, бывшего гендиректора Эйдор. Первое судебное заседание по делу о возмещении убытков состоялось 10 января 2025 года в западном районе суда Сеула, судья Ким Джин Йон. Min Hee Jin не присутствовала, обе стороны были представлены своими юридическими командами. Believed Lab истец утверждает, что обвинения в копировании I-Elite концепции New Jeans, сделанные ответчиком на пресс-конференции, являются незаконными действиями. Также было заявлено, что I-Elite выражают концепцию подростков настоящего, тогда как New Jeans отражают ностальгию по Y2K. Жанры и хореография групп различаются, однако внешний облик хореографии может иметь схожие элементы. Несмотря на это, Min Hee Jin, ответчик, заявляла о копировании. Сторона Believed Lab начала свое выступление со слов: «Ответчик публично атаковала женскую группу новичка I-Elite вскоре после их дебюта, что нанесло значительный эмоциональный ущерб этим молодым девушкам. Это необходимо исправить». Хореография женских групп часто включает повторяющиеся движения с небольшими вариациями, тем не менее ответчик заявляла о праве собственности на определенную хореографию и публично атаковала I-Elite. Действия ответчика носят злонамеренный характер, так как она продвигала себя, нападая на другую группу. Такие незаконные действия не должны повторяться. Сторона Min Hee Jin возразила: аргументы основаны на эмоциональной риторике, а направленной атаке. New Jeans дебютировали за 8 месяцев до I-Elite, а после дебюта I-Elite общественность, СМИ и даже родители участниц группы выдвинули обвинения в плагиате. Ответчик, будучи на тот момент гендиректором Эйдор, отправила 2 внутренних письма с попыткой урегулировать проблему, однако Хай провели незаконную проверку и давление со стороны СМИ усилилось. Следовательно, у ответчика не было выбора, кроме как выступить публично и провести пресс-конференцию. С учетом контекста, высказывания ответчика были частью обязанностей как гендиректора агентства New Jeans для разъяснения ситуации и привлечения внимания к проблемам в практике создания кей-попа в интересах общества. Когда суд поинтересовался планами по предоставлению доказательств, сторона Believed Lab заявила: ключевая проблема — это схожесть хореографии. Поскольку увидеть значит поверить, мы намерены представить визуальную презентацию на следующем заседании, чтобы продемонстрировать, что хореографии не похожи. В ответ сторона Min Hee Jin прокомментировала: мы считаем, что иск ИСА не ограничивается вопросом хореографии, здесь есть и другие ключевые аспекты. Суд отметил, что большинство заявлений Min Hee Jin является субъективным мнением, а не утверждением фактов. Судья заключил: на следующем заседании мы сосредоточимся исключительно на хореографии. Для решения следующих спорных вопросов потребуется дополнительное слушание, следующий суд 7 марта. Ну что ж, все, что остается делать, это наблюдать, не принимая ничью сторону, и двигаемся дальше. А у нас еще одно судебное разбирательство и Min Hee Jin, в этот раз Source Music, давайте подробней. 10 января прошло первое слушание по иску Source Music, истец на сумму 500 миллионов вон, 339 143 доллара США против Min Hee Jin, ответчика. На слушаниях присутствовали только юридические представители сторон. Ранее на пресс-конференциях и других заявлениях утверждал, что Min Hee Jin лично выбрал участниц New Jeans, а также обвиняла Hype в одностороннем нарушении обещания дебютировать New Jeans как первую женскую группу компании. Также она заявляла, что Source Music пренебрегали участницами New Jeans. В ответ Source Music опровергли заявление Min Hee Jin, назвав их ложью, и отметили, что ее слова вызвали слухи о том, что Ле Серафим якобы получили привилегии за счет других команд. Это привело к сильной волне негативных комментариев в адрес группы. Тут дальше опять пересказывание судебного процесса, но мало чем отличается от предыдущего случая, поэтому давайте коротко, тезисно и сразу к выводам. Итак, Source Music утверждает, что они набрали этих девушек, Min Hee Jin вообще пришла изначально помогать в компанию, но Min Hee Jin утверждает обратное, что обещали, что New Jeans станет первой группой, но при этом Ле Серафим уже дебютировали в Source Music, в общем... Кому надо, могу оставить ссылку в описании видео, потому что все это зачитывать
учитывая финальный вывод, который я вам сейчас зачитаю, не особо имеет смысл. Потому что суд постановил, что на следующем заседании стороны представят свои позиции в формате презентации, следующий судебный процесс 14 марта. Итого, что имеем, Min Hee-jin утверждает, что да, у Source Music были взяты стажеры, но вообще изначально Source Music была просто компанией, которая нашла девушек, а Min Hee-jin выдумала всю остальную концепцию и кто что будет делать. А Source Music утверждает обратное. В общем, давайте подождем презентации до марта и двигаемся дальше. Далее у нас Есон из группы Super Junior. Казалось бы, новость должна быть хорошая, но, конечно же, нет. Критика компании SM Entertainment, давайте подробнее. Есон из Super Junior выразил разочарование по поводу концерта, посвященного 30-летию SM. Недавно участник Super Junior Есон поделился своим разочарованием относительно предстоящего концерта SM Town Live 2025 in Seoul, который посвящен 30-летию SM Entertainment. Через платформу для общения с фанатами Bubble Есон сообщил, что хотя он и планирует участвовать в мероприятии, у него смешанные чувства по поводу этого события. Он сказал, цитата: «Поскольку это мероприятие компании, с которой я уже больше 20 лет, я постараюсь участвовать насколько смогу, но я не смог в полной мере внести свой вклад в музыку альбома». Он добавил: «Мне уже надоело даже говорить о холодном отношении к трекам группы. Я не хочу больше это обсуждать, я просто сосредоточусь на своих концертах, так что прошу понять». Есон стал еще одним артистом SM, который выразил недовольство после схожих замечаний от Young Girls' Generation и Wendy из Red Velvet относительно планирования концерта. SM Entertainment планирует провести это мероприятие 11 и 12 января в Гучок Скайдом в Сеуле. Однако оно вызвало споры, поскольку ключевые артисты, такие как Тэйон и Wendy, не будут выступать, о чем я рассказывал вам в прошлых выпусках. Wendy прокомментировал свое отсутствие на той же платформе, заявив: «Переговоры с компанией были проведены больше месяца назад, но объявление об этом появилась только сегодня. Извиняюсь перед Revolves, в общем, название фэндома Red Velvet, которые ожидали выступления в составе из 5 человек. Тэйон также открыто поделился своим разочарованием, объяснив: «Я была готова выступать, подготовилась к 2 или 3 песням и сказал об этом компании, но в итоге они не подготовили для меня ничего, так что я не могу вообще выступать». Несмотря на отсутствие некоторых исполнителей, концерт все же обещает много ярких артистов из SM Entertainment, например, NCT 127, NCT Dream, aespa, Rise, Kantu, Boa, TVXQ, Super Junior, Hyeon из Girls' Generation, Ки Минхо из Shiny, Сухой Чанюри из EXO, Red Velvet, Айрин Сыльги Джой и Йири, NCT 127, снова почему-то написано, NCT Dream, Wavy, aespa, Rise, NCT Wish, Nevis и Raiden. Или Raiden. В общем, сам-то по себе концерт обладает большим количеством интересных артистов, но вот некоторые отваливаются из-за, видимо, плохой организации. Ну, опять же, если верить артистам. А может быть, они врут, а может быть, нет. Правду мы с вами никогда не узнаем, хотя, опять же, учитывая опыт новостей про SM Entertainment, есть предположение, что стоит склоняться в сторону того, что говорят артисты. Какой им смысл не выступать, ведь в конце концов это самореклама и дольше будут на плаву. Поэтому думаю, что правда не только посередине, но и склоняется ближе к артистам. Но если у вас есть свое мнение, пишите его в комментариях, а мы двигаемся дальше. И еще одна новость, связанная с этим концертом SM Entertainment. Ли Сумана пригласили, а он отказался, давайте подробнее. Согласно сообщениям СМИ от 10 января, основатель SM Entertainment Ли Суман отклонил приглашение на юбилейный концерт компании в честь ее 30-летия SM Town Live 2025. Ранее SM Entertainment объявила, что приглашения были отправлены Ли Суману и всем бывшим артистам компании, с которыми удалось установить связь. Представитель Ли Сумана подтвердил, что приглашение было получено по почте, однако сам он находился за границей и узнал о нем только из сообщений СМИ. Юбилейный концерт SM Town Live 2025, приуроченный к 30-летию компании, пройдет с 11 по 12 января на стадионе Гучок Скайдом в Сеуле. Кстати, у меня на день записи 11. То есть он уже проходит, когда я записываю, вот, значит, это уже прошедшее время. Фанаты с огромным энтузиазмом ожидают юбилейного концерта SM Town. И в целом, да, Ли Суман не приедет. Возможно, письмо он и получил, и может быть даже нигде и не был, но учитывая, как с ним поступили, как компания у него из рук ушла, если верить опять же открытым источникам, то, наверное, и приезжать туда не особо хотелось. Это скорее как-то очень грустно было бы, если ты создал компанию, в которой ты теперь не являешься главным человеком, тебя приглашают посмотреть, смотри, чего мы достигли. А это все сделал ты, но теперь это не твое. Поэтому, возможно, такая причина отказа. А может быть нет, может действительно был занят. Он же вроде там в Китае сейчас пытается какое-то агентство организовать. Опять же, такая история, двигаемся дальше. И наша с вами любимая рубрика «Но не фанаты зажрались», у нас есть другая. Фанаты сами не понимают, чего они хотят, и вообще тройные стандарты и лицемерие. Группу G-Friend раскритиковали, за что? Давайте подробнее. Недавно G-Friend появились на шоу The Seasons Lee Yeon-ji Rainbow, но их наряды вызвали неоднозначную реакцию у корейских пользователей сети.
В преддверии своего специального возвращения и концерта в честь десятилетия G-Friends стали специальными гостями на популярном музыкальном шоу, порадовав фанатов. Группа, известная своим фирменным, нежным и милым образом, в этот раз отошла от привычного стиля, появившись в платьях, переделанных из спортивных топов. Пользователи сети раскритиковали наряды, назвав их безвкусными. Многие отметили, что группа выглядела бы гораздо эффектнее в простых платьях, которые соответствовали бы их прежней милой концепции. Однако некоторые защищали наряды, называя их забавными и милыми. Вау, комментарии, сейчас я их озвучу. Вау, это ужасно. Координатор Алиты выбрал те аутфиты. Ого, это по-своему впечатляет. Похоже, в это вложено много усилий, но получилось немного не то. Ах, я заранее приготовился, но это плохо. Они выглядели такими красивыми во время студио Чум. Они выглядели бы так красиво, в простые платья. Но ведь это выглядит красиво. Думаю, что это, возможно, худшие наряды, которые когда-либо были у G-Friend. G-Friend никогда не носили ничего подобного во время группового промоушена. Это слишком. Это действительно плохо. В чем концепция? Даже если бы они надели повседневную одежду, получилось бы лучше, чем это. Если они переделали дорогую одежду, чтобы сделать это, то, наверное, в это вложили какую-то мысль. Надеюсь, они примут во внимание отзывы. В любом случае, я так рада снова их видеть. Стиль везде всегда был таким красивым. Что случилось? Они бы смотрелись намного лучше в брюках и простых непеределанных джерси. Что происходит с их стилем? Что это? Хотя девушки все равно красивые. Каждое выступление и представление драгоценно, но их аутфиты. Это не то, что представляла концепция G-Friend, только мне их наряды показались милыми. И многие другие великолепные комментарии. Людям все не нравится. Хотя изначально предполагал, что это из-за того, что там у них ноги слишком открыты, когда эту новость брал, но нет. Как оказалось, это бескусица. У нас, понимаете, в индустрии дизайнеров много профессиональных сидит, несколько миллионов в комментариях, и вот выражают поддержку, давайте поможем вам, девушки, ну что же вы так, как оборванки какие-то оделись, ну где стиль, где чувство, где вкус? Ну, я надеюсь, эту иронизацию вы понимаете, что раз так выступили и вышли, значит так надо. Ну, а люди, как обычно, повоняли в комментариях. Обычно это признак зависти. Хотя, возможно, если 99% комментариев были такими, то... Впрочем, меня здесь ничего не смутило. Смутило ли что-то вас, конечно, пишите в комментариях. И вообще, мы смотрим на артистов или на одежду, в которой они выходят. Вот такой вот вопрос. Двигаемся дальше. А у нас тут Ли Сен-ги стал послом Красного Креста. Давайте подробней. Ли Сен-ги стал новым лицом Корейского Красного Креста. Он будет активно участвовать в благотворительной деятельности в качестве посла организации. 7 января актер и певец присутствовал на церемонии назначения, которая прошла в офисе Корейского Красного Креста в районе Чунгу, города Сеул. Ли Сен-ги, цитата. В прошлом году исполнилось 20 лет с моего дебюта. Я рад оказаться там, где могу отдавать и делиться тем, что получил. На протяжении 120 лет Корейский Красный Крест помогает людям. Я надеюсь быть полезным и помогать вам в будущем. Ли Сен-ги начал свое сотрудничество с Красным Крестом через молодежную программу RCY Red Cross Youth. В январе 2023 года он пожертвовал 760 миллионов вон на помощь пострадавшим при пожаре на восточном побережье и в Канныне, а также на покупку автобуса для донорства крови. В сентябре того же года он был назначен представителем Красного Креста по вопросам изменения климата и борьбы с последствиями экологических катастроф и участвовал в различных мероприятиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, связанных с этим направлением. Срок полномочий Ли Сен-ги в качестве посла Корейского Красного Креста составит 2 года. Представитель Корейского Красного Креста отметил, цитата, «Ли Сен-ги уже показал пример своим вкладом в благотворительность и волонтерство. Мы надеемся, что он также будет активно участвовать в деятельности Красного Креста и внесет значительный вклад в его работу. Молодец, нечего добавить. Ну что еще можно сказать человеку, который жертвует свои деньги и время для того, чтобы помогать людям? Молодец. Двигаемся дальше. Игра в кальмара, сезон 2. Невозможно избежать новостей про этот сериал, как ни крути, или дораму, как кому удобнее называть, поэтому пару новостей специально для вас отобрал. Первое, люди возникают, почему же сериал не получил награду, давайте подробней. 82-я церемония вручения премии «Золотой глобус» прошла 5 января в Лос-Анджелесе. Среди номинантов награду категории «Лучший драматический сериал» оказался оригинальный сериал Netflix «Игра в кальмара 2». Однако, несмотря на высокие ожидания, награду получил другой проект, сериал «Сёгун». Тем не менее, режиссер Хван Дон Хёк выразил благодарность за номинацию, которая стала особенной уже тем, что была объявлена до официального релиза второго сезона. Еще 9 декабря организаторы премии включили второй сезон «Игры в кальмара» в список номинантов на премию, хотя премия сезона состоялась лишь 26 декабря. Это необычное решение вызвало оживленное обсуждение среди зрителей и критиков. Жюри, основываясь на предварительно предоставленных материалах, оценило потенциал проекта, что подчеркнуло высокий уровень доверия к творческой команде. Перед премией режиссер Хван Дон Хёк поделился своими эмоциями от неожиданной номинации. Он признался:
То, что второй сезон номинировали до его официального релиза, стало для меня шоком и большим сюрпризом. Быть в числе 6 лучших проектов уже большая победа, я считаю, что этого достаточно. Лично я не сильно рассчитываю на победу, если целиться на награду, то это может случиться с третьим сезоном, где история получит завершение. Открыто размышляя о своей работе, Хван Дон Хёк добавил: «Если честно, изначально написал историю целиком, но когда пришлось разделить ее на второй и третий сезон, я отказался от ожиданий в отношении наград для второго сезона». Он объяснил: «История еще не завершена, и все, что я хотел сказать, пока не раскрыто. Чтобы получить такую награду, нужно полностью выразить задуманное, а этого пока нет. Поэтому я думал, если разделить историю, то рассчитывать на награды сложно, и я вообще не надеялся». Вот что пишут люди касаемо этого всего произошедшего. Это был ожидаемый результат. Почему режиссер прямо продолжает выбирать топ и выбрасывать свою удачу? Все фильмы с его участием после «Война цветов» провалились. Прошло всего несколько дней, кто сказал, что они гарантированно получат награду? С одним только вторым сезоном сложно выиграть награду. Это было недостаточно высокого уровня, чтобы получить награду. Даже первый сезон не выиграл, почему скучный второй сезон должен? Второй сезон вышел за несколько дней до премии, и они серьезно рассчитывали на награду. Честно говоря, второй сезон не дотягивает до уровня, чтобы получить награду. «Игра в кальмара 2» была неинтересной, поэтому упустила «Золотой глобус» за лучший драматический сериал. Это было не так хорошо, как первый сезон. Второй сезон никак не мог победить «Сёгун». 10 лет подготовки к первому сезону «Игра в кальмара», второй сезон поспешный и плохо продуманный. И многие другие комментарии. Ну, люди сошлись на мнении, что второй сезон не заслуживает, что первый был лучше. И с другой стороны, автор сказал, что он разделил второй сезон на второй и третий. Поэтому, может быть, когда появится третий, картинка станет полной. Но факты таковы. Считаете ли вы, что нужна была награда и вообще там все глобусы отдать, которые были? Пишите в комментариях. Я думаю, слова режиссера о том, что попасть уже в список было победой, по-моему, самое разумное, что можно из этой новости вынести. Так что двигаемся дальше. В прошлой новости кто-то вспоминал Топа, бывшего участника Big Bang. И какое совпадение, в этой новости он есть, но его замылили. Зачем, почему и давайте подробней. Топ Чхве Сэн Хён, бывший участник группы Big Bang, привлек внимание благодаря своему возвращению через второй сезон сериала «Игра в кальмара», но столкнулся с унизительным моментом во время телевизионной трансляции, когда его лицо было замазано во время эфира. В эпизоде шоу NBC Live This Morning от 7 января был показан сегмент, посвященный достижениям и скандалам, связанным с сериалом Netflix. Хотя в программе подчеркивались впечатляющие рекорды, установленные сериалом, обсуждались также продолжающиеся споры в стране. В частности, говорилось о том, что негативная реакция на кастинг Топ теперь сместилась на критику его актерской игры. Актер Пак Сон Хун также оказался в центре скандала после того, как опубликовал в соцсетях постер-пародию на синематограф для взрослых по мотивам сериала «Игра в кальмара». Во время трансляции были показаны ключевые сцены из сериала с участием актеров Ли Чон Дже, Им Шивана и Пак Сон Хуна, однако Топ, сыгравший персонажа по имени Танос, был заметно цензурирован с помощью эффекта размытия, то самое мыло. Цензура, вероятно, связана с прежними обвинениями Топ, связанными с веществами. В 2017 году состоялось судебное заседание, на котором был вынесен приговор 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. После этого инцидента Топ отошел от индустрии развлечений. Хотя нет явных юридических норм, обязывающих размазывать лица осужденных знаменитостей на крупных наземных телеканалах, внутренние политики таких каналов, как KBS, NBC и SBS, часто предусматривают цензуру знаменитостей, замешанных в правовых скандалах. В то время Топ публично заявил, что не собирается возвращаться к публичной жизни, однако его возвращение через второй сезон сериала «Игра в кальмара» стало предметом обсуждений. Благодаря своему прошлому профессиональному опыту, его дикция во время исполнения рэпа в сериале оказалась на высоком уровне. Также в сюжете учтена его история, он предстал в роли персонажа с прошлым, связанным с веществами. За рубежом его игра и сам образ персонажа получили положительные отзывы как очень впечатляющие, однако в Южной Корее реакция оказалась смешанной. Из-за его прежних скандалов зрители были настроены предвзято, что вызвало критику. Тем не менее, со временем начали появляться мнения о том, что негативное отношение к актеру мешает дать объективную оценку его игре. Это нас, кстати, двигает к вопросу, нужно ли отделять человека от артиста. Ну, то есть, артист, допустим, Топ, и человек. Простите, наизусть не знаю его имя. Чхве Сэн Хён. Стоит ли это соединять в одного, или это все-таки два отдельных человека? То есть, такой вот риторический вопрос задается, который вам много раз поднимал, что творчество-то артиста не будет хуже от того, что он сам плохой человек, допустим. Я даже не говорю про Топа. Поэтому здесь, думаю, предвзятость южнокорейского общества, как обычно, на высоте. Я тут даже не сомневался. Но, с другой стороны, раз человеку выносили обвинения, то, возможно, и не просто так. Но, как вы поняли, в общем, Топа замылили, и такой вопрос вам. Вот считаете ли вы, что человек и его творчество неразделимы? Или все-таки вот артист и тот, кто является этим артистом, это разные люди абсолютно. То есть вот творчество, а вот человек. Пища для размышления. Двигаемся дальше.
Несмотря на то, что «Золотой глобус» «Игра в кальмара 2» не получила, но доминировать продолжает. Давайте подробней. Сериал Netflix «Игра в кальмара 2» продолжает доминировать в мире, удерживая первое место в чарте Global Top 10 платформы в течение 2 недель подряд. Всего за 11 дней с момента выхода сериал собрал впечатляющие 126 миллионов просмотров. Согласно отчету Netflix, To Doom от 8 января второй сезон «Игры в кальмара» собрал 58,5 миллионов просмотров в период с 30 декабря по 5 января, заняв первое место в объединенном рейтинге Netflix Global Top 10 и войдя в топ-10 в 93 странах. Ранее сериал дебютировал на 7-м месте в списке самых популярных неанглоязычных сериалов Netflix всего за одну неделю, а затем поднялся на второе место всего за 11 дней. Первый сезон также вернулся в чарты, заняв второе место в Global Top 10 среди неанглоязычных сериалов, что отражает непроходящее всемирное увлечение франшизой. Поклонники уже начали строить предположения о сюжете «Игры в кальмара 3», усиливая ажиотаж в преддверии его запланированного выхода в 2025 году. И далее краткие тезисы, потому что по сути там идет пересказ сериала с некоторыми спойлерами, избегая их, кое-что озвучу. Многие фанаты сериала хвалили сиквел как достойное продолжение новаторского первого сезона, подчеркивая улучшение игры, шокирующие повороты сюжета и убедительную игру актеров. Также зрители признали способность сериала поддерживать высокое напряжение и эмоциональную вовлеченность. Некоторые хвалили финал за его интенсивность, в то время как другие восхищались исследованием человеческой природы и морали через смертельные игры. В общем, ждем третий сезон. И почему второй сезон на первом месте, а первый на втором? Ну, потому что... Понятно, второй сезон свежак, а первый почему поднялся так высоко обратно? Потому что люди наверняка забыли за 1,5 года или 2, как он назад вышел, что там было, и пересматривали. И получается, подряд смотрели. Вот такая вот история. Как вам сериал? Если вы его посмотрели, пишите в комментариях, избегайте спойлеров, возможно, кто-то еще хотел посмотреть. Так что двигаемся дальше. Прекрасная Мина из Twice стала амбассадором этого бренда, и давайте подробней. Мина из Twice была назначена новым амбассадором бренда Fendi в Японии. 8 января итальянский люксовый модный дом Fendi официально объявил эту захватывающую новость через свои платформы в социальных сетях, поприветствовав Мину в своем списке звездных послов. В ознаменование этого события Fendi продемонстрировали потрясающие фотографии и видео. Мина излучает вневременную элегантность, позируя с новой сумкой Peekaboo Soft Small. В общем, фотографии на экране, пресс-релиза нет, поэтому попрошайничать хотя бы пакет от Fendi не получится. Но в целом, красавица, в сумках не разбираюсь, знатоки женских сумок в комментариях напишите, хороша ли эта сумка. А вот девушка точно хороша. Поздравляем ее с этой коллаборацией, больше денег и возможностей. Двигаемся дальше. А дальше у нас получается блок новостей про группу Blackpink в полном составе, но про каждую участницу отдельно. Начнем с Лисы, которая запустит свой чай. Куда, зачем и почему, давайте подробнее. Лиса, мировая кей-поп-звезда и участница Blackpink, сотрудничает с Armra для выпуска лимитированного напитка, который будет доступен эксклюзивно в супермаркетах Эревох. Название на экране, возможно, это по-интересному читается, расположенных в Лос-Анджелесе. Этот вдохновленный Таиландом холодный чай, который можно приобрести с настоящего момента до 7 февраля. Смузи Лиса — это современная интерпретация классического чая масала. В его основе черный холодный чай, к которому добавлены органические сливки, кленовый сироп и ванильный порошок, а также колострум от Armra. Armra, основанная доктором Сарой Рахаль, детским неврологом, использует колострум, питательный ингредиент, вырабатываемый млекопитающими после родов. В рамках сотрудничества ингредиенты Armra сочетаются с подходом Лисы к питанию, что привело к созданию этого уникального напитка. Вы видели Лису? Какой подход к питанию? 30 отходов от холодильника в день? Ну, это вообще-то можно сказать про всех девушек-айдолов почти, но тем не менее. А подходов к холодильнику нет, только отходы. Партнерство Лисы и Эревох и Armra дополняет ее растущий список брендовых коллабораций. Ранее с этим брендом сотрудничали Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Жизель Бюндхен и другие. Кроме того, Лиса готовится к своему актерскому дебюту в третьем сезоне сериала «Белый лотос», премьера которого состоится на Max 16 февраля 2025 года. Ну что ж, Лиса по-прежнему прекрасна. Удивительно, что все худеет и худеет, а щечки остаются. Видимо, такая особенность анатомии. Будем надеяться, что все-таки подходы к холодильнику иногда будет совершать. Однако, больше коллабораций, больше денег, а значит больше возможностей. Поздравляем и двигаемся дальше. Далее у нас Дженни на обложке журнала и рассказывает о поиске себя. Давайте подробнее. Мир знает Дженни как участницу Blackpink, но с предстоящим дебютным альбомом, о котором она давно мечтала, она наконец узнает себя по-настоящему и показывает свою истинную сущность. Список дел Дженни растет с каждой минутой. В последний год поп-звезда была полностью поглощена запуском собственного лейбла и подготовкой своего долгожданного дебютного сольного альбома. У нее даже не было времени представить свою идеальную вечеринку в честь выхода альбома, да и будет ли у нее на это время.
Мне нравится планировать вечеринки, мне нравится создавать альбом, говорит Дженни. Это весело, но иногда становится тяжело, я просто стараюсь, чтобы все было идеально. Поздним октябрьским днем Дженни сидит на уютном диване в небольшой комнате за кулисами фотостудии в районе Каннам в Сеуле. Она выглядит спокойной, несмотря на хаос, окружающий ее. Она поразительно самосознательная, что одновременно приносит ей свободу и создает напряжение. Она прекрасно понимает, что стремление к совершенству — это изматывающий и бесконечный процесс, но готова довольствоваться только идеальным результатом. Лучший враг хорошего, если что. В последнее время это проявлялось в атмосфере секретности вокруг ее предстоящего альбома. Не очень приятно быть человеком, который все время говорит: «Извините, я ничего не могу сказать», отмечает она, говоря о своем альбоме, над которым начала работать в начале 2024 года, но о котором мир до сих пор знает крайне мало. Хочу сказать, что я почти на финишной прямой, делится Дженни. В декабре 2023 года Дженни объявила о создании собственного независимого лейбла от Atelier, известного как ОА. В начале 2024 года она начала работу над альбомом в Лос-Анджелесе, где осознанно сосредоточила почти весь процесс записи. Я просто хотел бросить себя в новую среду, чтобы испытать что-то новое. В Сеуле я создала комфортную и привычную обстановку много лет назад, но перестала получать от нее удовольствие. Я думала: нет, если это твоя карьера и твоя жизнь, исследуй и учись. Я постоянно напоминала себе об этом, говорит Дженни. Ну, еще дело в том, что в США, как ни крути, сосредоточено наибольшее количество лучших музыкальных продюсеров и студий в мире. Так уж сложилось. Дженни признается, что в Лос-Анджелесе она ощущает больше свободы по сравнению с родным Сеулом. «Я могу выходить и есть когда хочу и где хочу», рассказывает она, но подчеркивает, что главная разница между этими городами — это окружение. «Я многому учусь у людей здесь, это отличная среда, особенно для музыкантов, чтобы встретить тех, кто может вдохновить». Ну, смотря где в Лос-Анджелесе ходить, там есть такие места, куда лучше не ходить без оружия. Конечно, мы не одобряем, чтобы вы носили с собой несанкционированное оружие, но изучите видеоролики про Лос-Анджелес. Возможно, она ходит по ванильной версии. Когда ей пришлось выстраивать новую творческую команду в новом городе, она признается, что процесс был непростым. Вначале мне было очень тяжело, рассказывает Дженни. Несколько месяцев, можно сказать, я просто бросала себя в неизвестность, заходила в комнаты, полные незнакомых людей. Мне приходилось стучаться во все двери. Это то самое, а это... И только спустя какое-то время я нашла тех, с кем мне удалось установить связь. Как в музыкальном плане, так и дружеском. Я стремлюсь к самореализации, как Дженни Руби Джейн, стать цельной личностью, признается она. Вы точно поймете, что я имею в виду, когда выйдет альбом. Я экспериментирую с разными жанрами и элементами. Где-то читаю рэп, где-то пою, где-то гармонизирую, а где-то просто разговариваю. Общий звук альбома — это то, что я тщательно подбирала, чтобы мне нравилась каждая песня. Я не хотела, чтобы меня заставляли добавлять что-то, что мне не близко. За это я действительно боролась. И мне повезло, что вокруг были люди, которые верили в меня и поддерживали, чтобы мы в итоге могли сказать вам: «Вау, кажется, мы готовы». На вопрос, станет ли сольный дебют Дженни началом долгосрочной карьеры, она отвечает коротко: «Давайте не будем на меня давить, я хочу жить настоящим моментом, а потом постепенно переходить к следующему шагу». Делала ли она так раньше? О, определенно нет, признается Дженни. Каждый день сделал меня той, кто я есть сейчас. Интервью на самом деле в 2 или в 3 раза больше, чем я вам озвучил, но время у нас не резиновое. Хотя достаточно интересное, поэтому, если не забуду, оставлю перевод в описании к видео. А так, будем ждать, что же Дженни делала на протяжении целого года, и двигаемся дальше. Далее у нас Розе на обложке журнала, давайте подробней. Розе из Blackpink привлекает всеобщее внимание, раскрывая свои новые грани на обложке GQ Korea за февраль 2025 года. Снимки, выпущенные 10 января, являются свидетельством звездной силы Розе и ее универсальности как артистки. Фотосессия завораживает зрителей, сочетая изысканность, чистые эмоции и передовую моду. Облаченная в авангардный ансамбль, участница Blackpink переосмысляет элегантность, превращая каждый кадр в холст смелых текстур и неподвластного времени шарма. Фотосессия Розе — это больше, чем демонстрация стиля, это заявление. Взгляд певицы рассказывает историю уверенности, упорства и индивидуальности. В интервью Розе приглашает читателей в свою творческую вселенную, она делится размышлениями о своем пути как артистки, своей постоянно развивающейся связи с музыкой и о том, как мода служит формой самовыражения. Каждое выступление, каждый наряд — все это часть рассказа моей истории, говорит она, раскрывая свою страсть к слиянию визуального и звукового искусства. Розе также говорит о балансе между ролью мировой иконы и личностным ростом. Ее откровение напоминает, почему она остается поп-сенсацией, расширяющей границы. Выпуск GQ Korea за февраль 2025 года позволит узнать о необыкновенном пути певицы и вдохновиться ее аутентичностью и артистизмом, но пока интервью нет. Но, в любом случае, отличные фотографии, плюс, наконец-то мне будет что новое на обложке вырезать, когда речь идет о Розе. Вот, например, фото с яблоком прям отлично подойдет и в пиджаке. Но это уже про рабочий момент. А так, да, красавица и поет здорово. Двигаемся дальше.
И, наконец-то, информация о том, что там у Джису вообще с альбомом, творчеством и так далее. Давайте подробно. Агентство Джису из Blackpink ответило на сообщение о ее сольном камбэке в следующем месяце. Согласно эксклюзивному отчету All-Sen от 10 января, Джису готовится к долгожданному сольному возвращению в феврале этого года. В ответ на это сообщение представители агентства артистки заявили, цитата: «Мы не можем подтвердить подробности, воздержавшись от дальнейших комментариев. Если сообщение окажется правдой, то это будет ее первое возвращение после успешного сольного дебюта с сингл-альбомом Mi 2 года назад. Во время продвижения за главным треком Flower в 2023 году Джису получила огромную любовь, доказав свою популярность. Кроме того, песня положила начало вирусному челленджу Flower Challenge в различных социальных сетях. Между тем, в настоящее время она также готовится к своему возвращению в качестве актрисы. Участница Blackpink снялась в новой зомби-дораме Купанг Плей Ньютопия, премьера которой запланирована на 7 февраля. Звучит заманчиво. Что такое зомби-дорама? Будем потом хотя бы посмотреть трейлер. Ну, ждать осталось совсем недолго, видимо. И будем ждать. Все, двигаемся дальше. А там у GOT7 скоро камбэк, и они возвращают свои социальные сети, давайте подробней. Перед камбэком GOT7 вернули свои прежние аккаунты в социальных сетях. Группа готовится к долгожданному возвращению с альбомом Winter Heptagon, который выйдет 20 января. В преддверии релиза они восстановили доступ к своим старым аккаунтам в двух популярных социальных сетях и представили график камбэка. 7 января GOT7 использовали официальные аккаунты, которые были неактивны после ухода группы из JYP, чтобы объявить расписание выхода промо-материалов перед камбэком с Winter Heptagon. Через платформу X они представили старые аккаунты как официальные, а новые, созданные после ухода из JYP и использовавшиеся для их предыдущего камбэка, теперь будут посвящены публикациям от самих участников. 9 января в полночь они публиковали серию индивидуальных концепт-фото Winter Version No. 1, а на следующий день вышли групповые фото Winter Version 2. Затем планируется выпуск фото Heptagon Version 1 11 января и Heptagon Version 2 12 января. 13 января выйдет трек-лист 15 числа попурри из песен, а 18 тизер клипа на заглавный трек. Наконец, 20 января состоится камбэк с мини-альбомом Winter Heptagon. Далее идет краткий пересказ истории о том, как GOT7 из JYP ушли, как в 2022 году выпустили песню «На-на-на-на-на», и вот, между тем, ажиотаж по поводу Winter Heptagon нарастает, так как это будет первый релиз GOT7 после камбэка 2022 года и возвращения двух участников из армии. Группа также объявила о проведении концерта в феврале. Ну что ж, ждать осталось экстремально мало. У меня на момент записи 9 дней, у вас и того меньше. Кстати, марафон группы GOT7 присутствует на моем втором канале MPTube. Можете посмотреть, освежить, так сказать, воспоминания с комментариями касаемо их музыки от меня. И как только выйдет клип и альбом, посмотрим, послушаем, двигаемся дальше. А далее у нас концертные новости, TXT, давайте подробнее. TXT раскрыли площадки европейской части своего мирового тура Act Promise Episode 2. Популярная кей-поп группа пройдет свои захватывающие выступления в 5 крупных городах Европы в марте и апреле 2025 года. Они посетят Испанию, Великобританию, Германию, Францию и Нидерланды. Даты и места проведения концерта в рамках европейского тура представлены ниже. 20 марта 2025 года Барселона, 25 марта 2025 года Лондон, 27 марта 2025 года Берлин, 30 марта 2025 года Париж, 1 апреля Амстердам. Европейские МОА пришли в восторг от этого объявления и с нетерпением ждут долгожданного возвращения TXT на сцену. Известные своими потрясающими образами, магнетическим сценическим присутствием и электризующими сет-листами, айдолы собираются предоставить незабываемые выступления во время каждой остановки тура. С учетом постоянно растущего глобального влияния группы, спрос на билеты обещает быть высоким. Тур Act Promise Episode 2 еще более укрепил репутацию TXT как одной из самых талантливых и новаторских групп кей-поп индустрии. Что сказать, вот такая новость. Кто будет в этих городах Европы в то время, возможно, сможет посетить. И если что, присылайте в мой телеграм-канал под любой пост, фотографии, как вы сходили на любой концерт любой азиатской группы. Нам будет интересно, попускаем слюни, позавидуем и порадуемся за вас. TXT, всего хорошего, двигаемся дальше. Далее у нас J-Hope и ситуация с его концертами, которые должны быть или не быть, или тур. Давайте подробней. Мировое сообщество поклонников кей-поп находится в ожидании из-за неожиданного появления на Ticketmaster предполагаемых дат тура по США J-Hope, участника BTS в 2025 году. Хотя официальные каналы пока не подтвердили эти даты, информация вызвала бурное обсуждение о деятельности артиста и его потенциальных новых проектах после возвращения из армии. 8 января 2025 года фанаты заметили, что на Ticketmaster ненадолго появились даты тура по США для J-Hope, запланированные на март 2025 года. Предполагаемые даты и площадки: 13 марта Нью-Йорк, Нью-Йорк, 14 марта Нью-Йорк, Нью-Йорк, 17 марта Чикаго, Иллинойс, 18 марта Чикаго, Иллинойс, 26 марта Сан-Антонио, Техас, 27 марта Сан-Антонио, Техас, 31 марта Окленд, Калифорния, 4 апреля Лос-Анджелес, Калифорния. Хотя информация была быстро удалена с Ticketmaster, она вызвала бурное обсуждение в социальных сетях.
После завершения военной службы Джей-Хопа фанаты с нетерпением ждали его возвращения к музыкальной деятельности, включая возможный тур по США и сольный альбом в 2025 году. Поклонники воодушевлены возможным мировым сольным туром в первой половине 2025 года, однако отсутствие официального объявления и удаление дат оставили армии в неведении. Фанаты сразу же отреагировали на новость, кто-то выразил скептицизм, отметив отсутствие официальных заявлений от Big Hit Music и самого артиста, а кто-то надеется, что преждевременная публикация может указывать на скорое официальное объявление тура. Некоторые комментарии. «Это правда, Сан-Антонио, это я!» Написано капсом. «Только что увидела, и это уже удалили. Думаю, кто-то ошибся и испортил сюрприз. Может быть, просто дождаться официального объявления?» А Джей-Хоп знает уже об этом? Шутка, но серьезно, жду официального заявления от проверенных источников и от самого Джей-Хопа. Очень надеюсь, что эти даты неверны, потому что здесь ни одного выходного. Лол, пожалуйста, хобби, у нас есть работа. Кошмар, мы даже не можем дождаться официального заявления. Это утечка! Извините, я не в курсе, откуда это взялось. Я не видел никаких уведомлений. И многие другие. В дополнение к ажиотажу сообщения в The Korea Times предположили, что Джей-Хоп готовится выпустить новый сольный альбом в первой половине 2025 года. Корейские СМИ отметили, что этот релиз может предшествовать ожидаемому камбэку группы BTS в конце года. Однако 6 января 2025 года Джей-Хоп написал в Weverse. Возможно, у каждого из нас в прошлом году были свои радости и печали, но я надеюсь, что мы сможем тепло переосмыслить 2024 год. На 2025 год я желаю вам всем прекрасного рассвета. Для меня кажется, что 2025 год будет очень важным годом. Что-то, что я чувствую глубоко в своей природе. Я покажу вам много чего. Хотя Big Hit Music не подтвердили эти сообщения, фанаты с нетерпением ждут дополнительных деталей. Ну что ж, такая смешанная информация, основанная на утечках, предположениях и прочем. Ну, очевидно, что рано или поздно концерт Джей-Хопа состоится, и, возможно, действительно кто-то мискликнул и, допустим, из отложенной публикации, я не знаю, как их сайт устроен, допустим, отложенную публикацию сделал не отложенную, а сразу публиковал, а потом исправил. В общем, будем ждать больше информации, и что же скажет сам артист, тоже будет интересно. И по традиции, это не конец видео, нет-нет, дамы и господа, это бумажка, которая пишет, что это не конец видео, это список бустеров. Спасибо большое, дамы и господа, товарищи, товарищессы, друзья, друзья, спонсоры, донатеры. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить. Огромное вам за это спасибо. Далее Boosty. Это доступ ко всему всегда и везде без всяких 3 букв. Хотя, опять же, возможно, стоит хотя бы изучить, что эти за 3 буквы такие загадочные. Но, в общем, да, Boosty все всегда доступно. Ранний доступ, дополнительный контент и, возможно, в личку написать. В общем, все там есть, проходите, смотрите, изучайте. Самое еще главное, что это помогает каналам выходить хотя бы в ноль. Контент требует ресурсов, и благодаря бустерам есть ресурсы хотя бы, чтобы приближаться к отметке выйти в ноль, чтобы ролики не были хотя бы убыточными. Вот, поэтому еще раз, конечно, большое спасибо бустерам и всем, кто подпишется на Boosty. Выход этого контента зависит от вас. Далее, другие каналы, которые тоже веду, это MPTube, реакции, марафоны и прочее. MP Entertainment, музыка, сделанная мной, спродюсированная и так далее. В общем, самый свежий релиз вот здесь на экране. И Telegram, чтобы не теряться. И, конечно же, это не конец выпуска. Шоу продолжается. Следующая новость. Далее у нас Stray Kids, которые одержали 3-ю победу с этой песней, давайте подробней. Stray Kids получили 3-й трофей на музыкальном шоу с песней Walking on Water. В эпизоде M Countdown 9 января кандидатами на первое место были Walking on Water, Stray Kids и Love Poison, Ensign. В итоге победу держали Stray Kids, набрав в сумме 8656 очков, а Ensign получили 2992 очка. Поздравляем! Stray Kids, пацаны вообще ребята, привет Феррачи и двигаемся дальше. Ensign получили свою первую победу в карьере, но не в том, которым копают, а карьера в плане музыкальной. Давайте подробнее. Ensign получили первый в своей карьере трофей на музыкальном шоу. В эпизоде Music Bank 10 января кандидатами на первое место были Love Poison, Ensign и APT, Rosé из Blackpink и Bruno Mars. В итоге победу одержали Ensign, набрав в сумме 7525 очков. Rosé и Bruno Mars получили 3379 очков. Поздравляем группу Ensign с этим достижением, успехов, счастья, здоровья, двигаемся дальше. Чимин, Rosé, Spa, Blackpink, Wavy и многие другие Circle Chat. Давайте подробней. Circle Chat опубликовал рейтинг за неделю с 22 по 28 декабря. Поехали. Чарт альбомов. 5 место Wavy Frequency, 4 The Boys Trigger, Stray Kids на 3 месте с альбомом Hop, 2 Rosé из Blackpink Rosie и 1 Irene из Red Velvet Like a Flower. Цифровой плюс стриминговые чарты. 5 место Хван Карам I'm Firefly, 4 Rosé из Blackpink Toxic Till the End, 3 Aespa The Flash, 2 G-Dragon из Big Bang Home Sweet Home с участием Тияна и Десона, 1 Rosé из Blackpink Bruno Mars APT. Чарт загрузок. 5 место Lim Yon Un Warmth, 4 Stray Kids Walking on Water, 3 Lim Yon Un If We Ever Meet Again, 2 место Forestella and Spring, 1 Lim Yon Un Trust in Me.
Глобальный кей-поп чарт. 5 место. G-Dragon из Big Bang Home Sweet Home с участием Тияна Десона. 4 Rose из Blackpink Toxic Till the End. 3 aespa Whiplash. 2 Jimin из BTS Who. И 1 Rose из Blackpink и Bruno Mars APT. Социальный чарт. 5 место New Jeans, 4 Blackpink, 3 Stray Kids, 2 Baby Monster, 1 50-50. Всех поздравляем, всем успехов, счастья, здоровья, двигаемся дальше. Мэлоун объявили топ-100 песен 2024 года. Давайте подробней. Стал известен топ-100 песен Мэлоун на конец 2024 года. Вы думаете, я не озвучу все 100 композиций? Как бы не так, я озвучу все 100 композиций, но я сделал это быстро. 100 место. G-Idol Vibe. 99 Promise 9 Supersonic. 98 Play Our Movie. 97 I've Afterlife. 96 Lim Young-un A Psalm of Life. 95 Rise Boom Boom Bass. 94 Lim Young-un Polaroid. 93 Hogak With You. 92 Ball 4 Eternal Love. 91 QWER My Name is Malguiem. 90 место Zia или Zia Love What Is It. 89 Dio is X I Do. 88 aespa Up Karina Solo. 87 Lim Young-un London Boy. 86 Unknown Hayewo. 85 G-Idol Super Lady. 84 Lim Woo-jin Propose. 83 IF Kitsch. 82 Lim Young-un Rainbow. 81 Lim Young-un Do or Die. 80-е 17 Super, 79-й Akmu Fry's Dream, 78-й aespa Whiplash, 77-й EXO The First Snow, 76-й Lim Young-un Trust in Me, 75-й Gitae или Gitae Stuck in Me, 74-й Ayo Whole Sea, 73-й Decay Hut, 72-й Play Way for Love, 71-й Lee Seraphim Smart, 70-й Lim Young-un If We Ever Meet Again, 69-й Jennie You and Me, 68-й One Star Because I Don't Love You, 67-й I've Baddie, 66-й Lim Young-un Grain of Sand, 65-е место BTS Spring Day, 64-е место Baby Monster Shish, 63-е New Jeans OMG, 62-й Roy Kim Let's Stay Well, 61-й BTS Dynamite, 60-е I've Love Dive, 59-й Kiss of Life Sticky, 58-й Lim Young-un Our Blues Our Life, 57-й G-Idol Klaxon, 56-й New Jeans Attention, 55-я BSS Fighting, Fit Lee Young-jin, 54-я aespa Spicy, 53-й Taeyeon Dream, 52-й VVZ Manic, 51-й G-Idol Queen Cat, 50-й Kyonso Yeji Chongonho If You Lonely Call My Name, 49-я Kim Min-so Drunken Confession, 48-й Paul Kim Everyday Every Moment, 47-я Sun Hee, он же Jihwan Set, да кто же мне тут пишет, Set Invitation, 46-й Rose из Blackpink и Bruno Mars APT, 45-й Rise Get a Guitar, 44-й Yunha Event Horizon, 43-й Lee Seraphim Easy, 42-й Akmu Lovely, 41-й Sparmageddon, 40-й Janabi For Lovers Who Hesitate, 39-й Woody Flower in the Desert, 38-й Day 6 Happy, 37-й New Jeans Super Shy, 36-й New Jeans ETA, 35-й New Jeans Bubblegum, 34-й Melamans Love Maybe, 33-й New Jeans Dita, 32-й Lee Young-ji Small Girl с участием Diva из X, 31-й Lim Young-un Love Always Run Away, 30-й Crush Love You With All My Heart, 29-й Akmu How Can I Love The Heartbreak, You The One I Love, 28-й Чонгук из BTS 7 с участием Лата чистая версия, 27-й Сон Сигён Every Moment of You, 26-й I've Hey Ya, 25-й Rise Любовь 119, 24-й Lee Seraphim Perfect Night, 23-й New Jeans High Boy, 22-й Bomjin A Letter, 21-й I've I Am, 20-й aespa Dramat, 19-й Zika Spot с участием Jennie, 18-й Park Ji Chon Let's Say Goodbye, 17-й Day 6 Welcome to the Show, 16-й Bibi Bam Yangan, 15-й New Jeans How Sweet, 14-й Eclipse Sudden Shower, 13-й Nerd Connection If I Have You Only, 12-й Lim Woo-jin Эпизод, 11-й Taeyeon 2X, 10-й QWER TBH, 9-й Lee Chan-sop Heavenly Fate, 8-й Elite Magnetic, 7-й Day 6 UV Wonderful, 6-й Im Ji-hyun Rhapsody of Sadness, 5-й Day 6 Time of Our Life, 4-й I Love Wins All, 3-й aespa Supernova, 2-й G-Idol Fate, 1-й TWS Plot Twist. Всех поздравляем, озвучил топ-100, двигаемся дальше. Продолжение истории с концертами J-Hope, которые состоятся или не состоятся, давайте подробней. Intapak анонсировали концерт J-Hope из BTS Hope on the Stage в Сеуле, но затем удалили страницу. Сайт опубликовал цены на билеты, схему рассадки и другие подробности. В просочившейся информации говорилось, что долгожданный концерт артиста в Сеуле пройдет с 28 февраля по 2 марта в KSPO Dome, а продажа билетов откроется 16 января. Также был раскрыт постер к предстоящему мероприятию, однако вскоре Intapak удалили информацию о концерте. Ранее также появились слухи о том, что в марте рэпер отправится в тур по США после того, как на сайте Ticketmaster был опубликован, а затем удален список предполагаемых дат и остановок.
Официального подтверждения пока не поступало. Между тем, в июле 2022 года Джей Хоуп представил сольный альбом Jack and the Box, продемонстрировав его личные чувства и переживания. В марте прошлого года вышел его специальный альбом под названием Hope on the Street Volume 1, который также нашел отклик у международной аудитории. В своем недавнем письме артист поделился, что в 2025 году планирует показать много нового, подогрев ожидания поклонников. Ну что ж, возможно, гипотетически, все эти сливы, возможно, они с кавычками, может быть, это все специально такая программа, потому что реклама иногда так работает. Ой, случайная утечка, люди начинают все это распространять по сарафанному радио, и вуаля, когда все будет опубликовано, уже аудитория прогрета. Поэтому, возможно, все сделано специально. А может быть, действительно случайности, потому что когда у вас сотни концертов или тысячи на сайте, билеты и так далее, можно запутаться и там где-то мискликнуть. В любом случае, концерт явно состоится, только вопрос, будет ли он так называться и когда он произойдет. Но, скорее всего, произойдет. Ждете ли вы его, конечно, пишите в комментариях, правда, не уверен, что большая часть зрителей сможет его посетить, но, может, кто-то живет в Корее и сможет. Чуть что, пришлите фотографии. Джей Хоупу всего хорошего, двигаемся дальше. По традиции, январь является одним из самых тухлых месяцев касаемо любого контента, продаж и прочего, но все-таки некоторые новости находятся. Например, люди провели опрос, кто же, по их мнению, лучший актер в BTS. Топ-7. Почему? Потому что участников 7. Давайте подробнее. Новость переводится на ходу. Пока что только один участник BTS официально дебютировал в качестве актера в корейской дораме, но за эти годы все 7 звезд оттащили свои актерские навыки. От кинематографического ролика Love Yourself Highlight Reel до заставок BTS World участники BTS показали, что у них есть все необходимое для будущих актерских проектов. Тоже лучший актер в BTS. Фанаты проголосовали за своих фаворитов. Я думаю, к этому стоит относиться в очередной раз как просто развлекательные новости, а не поводу для разборок на ножах за гаражами в комментариях. 7 место. RM. ARMY смогли оценить актерские способности RM во время его сольного клипа Come Back to Me. RM получил 1% голосов. Джей Хоуп. Беззаботный Джей Хоуп, солнышко армии, что делает его идеальным для комедийной роли, но у него также есть все, что нужно, чтобы сыграть антигероя или антагониста, если судить по клипу Мо. 1% голосов. Чонгук. От танцев и пения до рисования и спорта у Чонгука есть множество навыков, которые он мог бы применить в актерстве. С его атлетизмом легко представить, что он станет звездой боевиков в будущем. Он получил 1% голосов. 4 место. Шуга. Шуга не дебютировал как актер, но его музыкальные клипы August D доказывают, что он может сыграть грозного злодея в корейских дорамах. Он получил 2% голосов. 3 место. Чимин. Каждый раз, когда Чимин выходит на сцену, его экспрессивное пение и танцы вызывают у фанатов эмоции. А теперь представьте, как Чимин дергает за струны души в роли главного героя корейской дорамы. 2% голосов. 2 место. Джин. Джин был начинающим актером до того, как присоединился к BTS. На данный момент он не планирует заниматься актерством, но Джин дал поклонникам возможность увидеть свои навыки в музыкальных клипах, таких как «Астронавт». 12% голосов. Угадайте, кто остался и кто на первом месте. 1 место. Ви. Кто лучший актер в BTS, по мнению избирателей, это Ви. Он получил 81% голосов. Вот такой вот рейтинг. Опять же, учитывая, что он вроде бы единственный, кто снимался где-то, кроме как в клипах, очевидно, что проголосовали за него. Но в остальном, я думаю, это все стоит рассматривать просто как такую вот развлекуху, это голосование. Не сходите с ума и будьте разумны. Нашли любимого артиста из BTS в этой новости, пишите в комментариях и двигаемся дальше. Чонгук написал искреннее новогоднее письмо фанатам, давайте подробнее. 8 января участник BTS Чонгук написал искреннее письмо своим фанатам. Артист, который в настоящее время служит в армии, поделился новогодним поздравлением на платформе для общения с фанатами Weverse. И вот оно письмо. Это новогоднее поздравление немного запоздало. Привет, это Чонгук, хе-хе-хе-хе-хе. Это год моей демобилизации, год, когда я смогу встретиться с армией, но, честно говоря, в моих чувствах ничего особо не изменилось. Как всегда, мой разум полон постоянных мыслей о том, как мне вас не хватает. Мне нечем особо поделиться, я просто жду. И все же, есть кое-что, к чему я хочу скорее устремиться. Хочу изучать что-то новое и тратить время на рост развития, ради армии. Кажется, время проходит хорошо, хотя мне бы хотелось, чтобы оно шло быстрее. Я так сильно скучаю по вам, что иногда это кажется невыносимым. Сейчас январь, уже 8 число. Вы все здоровы, так ведь? Пусть этот год принесет вам много благословений, и пусть сегодня вечером вы почувствуете, что начало Нового года было не таким уж и плохим. Хотя я говорю, не заболейте, я знаю, что иногда избежать этого трудно. Я надеюсь, что, по крайней мере, любая боль, которую вы почувствуете, будет небольшой и кратковременной. И когда вы отправитесь спать, я надеюсь, что эта ночь будет свободна от беспокойных мыслей. Я еще немного подожду. Я люблю вас, Чонгук. Вот такое вот письмо. Что сказать, артисту хорошей службы, пишите, как вам письмо, и двигаемся дальше.
А далее у нас снова Чонгук, который от всех отписался и даже кое-что деактивировал. Давайте подробнее. Новость переводится на ходу. В то время как Чонгук из BTS довел армию до истерики душевным письмом к Новому году, он также совершил значительные перемены для себя, отписавшись от всех в одной запрещенной социальной сети компании Meta. После того, как Чонгук ударил свой личный аккаунт в Хипстаграм, набравший 52 миллиона подписчиков в апреле 2024 года, он создал новый аккаунт в той же соцсети, которая там запрещена на территории РФ, чтобы с гордостью продемонстрировать свою любимую собаку Бама. Аккаунт Боу-Бам, насчитывающий более 6,8 миллионов подписчиков, теперь является личным аккаунтом Чонгука, хотя он публикует только фотографии своей собаки. В прошлом году Чонгук последовал примеру многих своих друзей-айдолов, таких как его культовая группа друзей 97 Liners, Mingyu из 17, Chai Nu из Astra, Югём из GOT7, Ban Chan из Stray Kids и Джихён из NCT. Внимательные армии заметили, что Чонгук недавно отписался от всех, сейчас он ни на кого не подписан. Чонгук также деактивировал свой аккаунт Threads, аналог Икса в хипстаграммах. Армии любопытно узнать, почему. И теперь они обеспокоены тем, что он может снова деактивировать свой аккаунт в данной соцсети, зная, что он уже делал это раньше. В общем, такая вот история. Выводы делайте сами, ну подумаешь, отписался от всех и что. Главное, что человек жив-здоров, это же самое главное, правильно. Он даже в письме своем говорил, главное здоровье. Поэтому крепкого здоровья, хорошей службы и двигаемся дальше. А следующая новость у нас о том, как Крис Мартин из Coldplay BTS боялся в рамках сотрудничества. Давайте подробней. Новость переводится на ходу. Крис Мартин из Coldplay признался во время концерта группы в Аргентине, что изначально он не был настроен открыто на сотрудничество с BTS. Coldplay и BTS объединились для совместной песни под названием My Universe, а также для сольного сингла Джина «Астронавт». Coldplay и BTS за все это время развили настоящую дружбу, и британская группа удостоилась похвалы за свое уважение к кей-поп коллективу. Участники Coldplay постоянно хвалили и защищали BTS. Тем не менее, некоторые могут подумать, что эти две группы странное и необычное сотрудничество, и оказывается, даже Крис Мартин не всегда был таким открытым. Во время концерта Coldplay в Буэнос-Айресе, Аргентина, в рамках их мирового тура Music of the Spheres 2022-2023, где Джин был гостем для дебюта «Астронавт», Крис Мартин размышлял об отношениях группы с BTS. В своей речи, представляя Джина, он объяснил, как они изначально встретились. Крис Мартин вспомнил, как Coldplay чувствовали себя запертыми в коробке, и хотя они хотели выйти из нее, страх сдерживал их. Мартин изучал и понял, что самые довольные люди не боялись и принимали друг друга. BTS годами выражали желание сотрудничать с Coldplay, и наконец это произошло. Тем не менее, Крис Мартин признался, что изначально он отнесся с осуждением к предложению поработать с корейским бойс-бэндом. Затем он спросил себя, почему он боялся работать с BTS, и в конечном итоге группы выпустили My Universe вместе. И Мартин признает, что это было и весело, и полноценно, и из-за этого также возникла дружба. Несмотря на сомнения и суждения Мартина, он в итоге отправился в Южную Корею, чтобы лично поработать с BTS над песней, даже пройдя карантин из-за рекомендаций по коронавирусу. Он также выучил немного корейского языка, чтобы спеть часть песни, что больше, чем обычно делает западный соавтор. Вот такая вот интересная история, переведенная на ходу, в том виде, в котором она была представлена. Крис Мартин боялся, оказывается, бояться было нечего, с ним уже хотели сотрудничать и об этом даже мечтали. Такой у нас сегодня был выпуск, а сцена после титров — это как шанс встретить динозавра в наше время. 50 на 50, либо встретишь, либо не встретишь. Так что смотрите до конца. Пользуясь случаем, спасибо всем, кто ставит лайки, подписывается, жмет колокольчики, пишет комментарии, некоторые из которых прямо читаю. И душа моя, или остатки того, что было душой, согреваются, и, в общем, приятно читать. Некоторые, конечно, комментарии заставляют меня сидеть, но... Что поделать, тут у нас подобие свободы слова. Спасибо всем, кто добирается до YouTube, несмотря ни на что. Тоже отдельно спасибо бустерам, которые помогают выходу контента. Что еще сказать? Как обычно, с вами был Максим, и я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч, пока. И как обычно, немножко разговоров после титров, где остаются только самые лучшие, прекрасные люди. Большой вам респект за то, что смотрите до этого момента. Ну, в целом, январь всегда был тухлым месяцем, как я уже говорил и в этом выпуске, и многих других, что и для продаж, и для релизов и так далее люди все празднуют и вообще находятся в какой-то вальгалле, иногда спиртосодержащей, поэтому им не до этого. С другой стороны, ближе к концу месяца у нас там GOT7 вернутся, и в феврале, видимо, начнется какой-то движ. Посмотрим, что будет. В целом, по поводу стрима все еще думаю, когда его воткнуть, в какой день. Но, думаю, воткну зимний стрим 2025, именно январь-февраль, в один из этих месяцев точно что-то будет. Посмотрим. И сейчас либо сцена после титров, либо спасибо, что досмотрели до этого момента.
Ну что, монтажная версия, или мне тут дальше кривляться? А вот и сцена после титров. Итак, наконец-то стало известно, да, концерты Джей Хоупа будут очень скоро, давайте подробней. Джей Хоуп, участник всемирно известной группы BTS, объявил о своем первом сольном мировом турне под названием Hope on the Stage. В него войдет 31 концерт в крупных городах Азии и Северной Америки. Тур начнется 28 февраля 2025 года с 3 концертов в его родном сеульском KSPO Dome, после чего артист поедет дальше. В планах выступления в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Маниле, Сингапуре, Джакарте, Бангкоке, Макао, Тайбэй и Осаке. Детали североамериканского тура будут доступны позже, так как сейчас в Калифорнии катастрофа, пожары, поэтому пока что не до этого. А вот и полный список дат, выступлений и так далее. Сеул, Южная Корея, 2025 год, 28 февраля, 1 марта, 2 марта, США, тоже 2025 год. 13 марта, Бруклин, Нью-Йорк, 14 марта, Бруклин, Нью-Йорк, 17 марта, Чикаго, Иллинойс, 18 марта, Чикаго, Иллинойс, 26 марта, Сан-Антонио, Техас, 27 марта, Сан-Антонио, Техас, 31 марта, Окленд, Калифорния, 1 апреля, Окленд, Калифорния, 4 апреля, Лос-Анджелес, Калифорния, 6 апреля, Лос-Анджелес, Калифорния, Северная Америка, 22 марта, Мехико, Мексика, 23 марта, Мехико, Мексика. Азия, 12 апреля, Филиппины, Манила, 13 апреля, Манила, Филиппины, 19 апреля, Сайтама, Япония, 20 апреля, Сайтама, Япония, 26 апреля, Каланг, Сингапур, 27 апреля, Каланг, Сингапур, 3 мая, Джакарта, Индонезия, 4 мая, Джакарта, Индонезия, 10 мая, Бангкок, Таиланд, 11 мая, Бангкок, Таиланд, 17 мая, Макао, Китай, 18 мая, Макао, Китай, 24 мая, Тайбэй, Тайвань, 25 мая, Тайбэй, Тайвань, 31 мая, Осака, Япония и 1 июня, Осака, Япония. Объявление о турне Hope on the Stage вызвало мировую истерику среди поклонников артиста по всему миру. Предварительная продажа билетов начнется с 17 января 2025 года, и ожидается, что спрос будет чрезвычайно высоким. Поклонникам рекомендуется заранее подготовиться к покупке, чтобы не упустить возможность увидеть выступление исполнителя вживую. Джей Хоуп выразил благодарность своим поклонникам за поддержку во время его службы и отметил, что с нетерпением ждет возможности вновь встретиться с ними на концертах. Его предыдущее сольное выступление на фестивале Лоллапалуза в 2022 году стало историческим событием, сделав его первым южнокорейским исполнителем, возглавившим этот фестиваль. Поклонники и музыкальные критики ожидают, что Hope on the Stage станет одним из самых значимых событий в мире кей-поп в 2025 году, предоставив Джей Хоуп платформу для демонстрации своего уникального стиля на глобальной арене. Ну что ж, все состоится, шоу будут, так что хорошего тура и двигаемся дальше. А у нас тут альбом BTS, который стал величайшим по мнению этого издания. Давайте подробней. Журнал Rolling Stone включил альбом BTS Map of the Soul 7 в список 250 величайших альбомов 21 века. Альбом занимает 132 место в списке и является единственным представителем кей-поп индустрии. В своем обзоре Rolling Stone отмечает, что BTS превратились в совершенно новый вид глобального феномена. Короли кей-поп привнесли звучание Сеула в остальной мир, не уступив ни в чем своему уникальному стилю и звучанию. Им даже удалось покорить Америку на своих собственных условиях, исполняя песни на корейском языке и создавая сложные концептуальные альбомы, вдохновленные трудами Ницше и Юнга. Map of the Soul 7 основан на психологии Юнга и вышел в то время, когда 7 пуленепробиваемых бойскаутов были вместе уже 7 лет. Среди ярких моментов альбома рэп-шуги в треке Interlude Shadow, эмоциональный хип-хоп боевик RM Black Swan, дуэт Вичи Мина Friends и песня Джина, посвященная поклонникам Moon. Map of the Soul 7 — четвертый полноформатный альбом BTS, который выпустили 21 февраля 2020 года. Альбом отражает искреннюю трогательную историю BTS и их пути к осознанию своей истинной сущности. Первый этап этой истории Map of the Soul персона исследовал мир, радость, любовь и обретение себя через взаимодействие с окружающими. Теперь история обращается внутрь, исследуя тени, которые также являются частью личности и открыто признают их существование. Альбом Map of the Soul 7 оглядывается на 7 лет, прошедших с момента дебюта BTS как команды из 7 участников. Этот путь был далек от легкого, и группе пришлось преодолевать множество испытаний на пути к статусу мировых суперзвезд. Приняв шрамы, оставленные трудностями как часть своей истинной сущности, BTS теперь готовы рассказать историю о примирении с самими собой, о том, как они принимают и ту часть себя, которую хотят показать миру, и ту, которую иногда хочется отвергнуть, чтобы в итоге найти свое подлинное и целостное «я». Поздравляем коллектив с этим достижением, счастья, здоровья и успехов тем, кто на службе, хорошей службы. И вот такая была сцена после титров, спасибо, что досмотрели до этого момента, вы классные.